Добрый вечер, дорогие друзья, с новогодними праздниками. Не хочется много в эти праздничные дни говорить о диктаторах и о политике. Поэтому я решил сегодня вас немножко расслабить и сделать вторую серию про Китай и чего мы добились, наши страны, за 30 лет, и куда шагнул он. Поехали! Начинаю заново, потому что первая проба получилась на 47 минут. И там, кроме обсуждения Китая, у меня пошло много-много политики, включая всех вставок с наших политиков. Я отдельно сделаю видео. Поэтому краткое содержание того, что я все снес. Я же вам обещал без политики. Будем только о Китае. В первом видео про Китай я не пытался восхвалять Китай, как мне многие писали. Я считаю это тоже авторитарным, очень сильно диктаторским государством. Там проблем со свободой очень-очень много. Я просто вам вставлял свои видео впечатлений, как я там был 10 лет назад и оказался 2 года назад. И сравнил это с тем, куда наши страны, все постсоветского пространства за 30 лет ушли и куда ушел Китай. Я хотел показать, что наши страны усиленно грабят. И неважно, это кооператив озера, одиночный диктатор усатый. В Украине наши 5-7 олигархов. Власть меняется, они как грабили, так и грабят и высасывают все. И они же не инвестируют, или в Казахстане семейный клан. Они же инвестируют обратно в страну, вот столечко. Все остальное они высасывают и выводят на Запад, и инвестируют уже там. И судятся они там в английских только судах. А люди почему-то очень лояльные к коррупции и воспринимают ее как обыденное дело, и нам это внушают. Это я сделаю отдельный ролик. Поэтому я хочу показать Китай, просто чтобы открыть глаза тем людям, которые всегда живут с мыслью Китай, нищета, 1,5 миллиарда и все их товары брак. Но показывая их технологии, куда они идут, поверьте, нашим странам до ним либо не догнать никогда, либо очень-очень далеко. Я опять же говорю об инфраструктуре и о тех технологиях, которые они добиваются. Понятно, где-то это есть в Европе, где-то есть это в Америке. Но меня поразило, вот я был с разницей 8 лет, куда они ушли. Вот, например, 2 недели назад Китай первым в мире презентовал скоростной грузовой поезд, который ездит со скоростью 350 км в час и берет там, боюсь ошибиться в цифрах, 2000 тонн или 20 тысяч тонн. Но посмотрите, как это выглядит. У них все заточено на экономику, на перемещение товаров, на ускорение всей логистики. В прошлом видео я показывал этот самый большой порт в мире, где все одни роботы работают. Вот, еще мне очень нравится видео, они же там каждый год строят очень много железных дорог. И вот как они строят дороги. Длина одной рельсы, сейчас я вам покажу, 500 метров.
И таким способом, как они строят 9 километров в день высокоскоростных дорог. Мы можем сколько угодно говорить, что я люблю тихие дома, я не люблю мегаполисы, я не люблю высокоэтажки. Я тоже не люблю, я сам живу в частном доме. Но то, как строится Китай, то, как это выглядит, когда ты едешь, не знаю, на поезде 350 километров в час, у тебя вода в кофе не трясется, и ты в окно видишь эти стройки. Вот там видео, как они строят очередной город. У них нет уже таких застроек, как у нас. Смотрите, как они строят сразу город со всей инфраструктурой. Когда-то 3 года назад на BBC вышел сюжет. Китай где-то на окраине одной деревни вырыл ветку метро и сделал выход. И туда из села ходит 2 человека, и там сюжет, что Китай сошел с ума. В этом году Китай презентовал ответ. Выглядит он вот так. Фанатиком цифр, я тоже фанатик цифр, я могу ошибаться. Я знаю, что идет торговая война с Австралией, что проблема с углем, Китай полностью от Австралии отказался от угля и сейчас просит экономить свет. Но то, как выглядят их города, это очень сильно производит впечатление, и это круто. Я вот 7 объехал, но вечером находиться там и гулять — это просто кайф. Bloomberg буквально на днях написала, что Китай не в 30-м году, а уже в 28-м станет экономикой номер 1 мира. И в планах у Китая по экологии сократить выбросы за 10 лет на 70%. Ни государственные программы, ни одно новое предприятие сейчас не строится без последних технологий по экологии. Там 5-летний план по модернизации всех старых заводов. И самая главная проблема, что у них электроэнергии больше всего делается из угля, она решается альтернативной энергетикой. Китай уже и там за 5 лет стал номер 1, как и везде. Он больше всех солнечной энергии добывает, ветряными гидроэлектростанциями. У них сейчас самая большая в мире плотина. Они ее открыли, там вырабатывает миллионы. У них по планам чуть ли не 40% электроэнергии уже сделать через определенное время полностью с альтернативных источников энергии. Но их поля батарей солнечных тоже впечатляют. Я хочу с вами поделиться.
Тут сейчас все напишут, и у нас такое есть, да, и у нас в Украине целые поля, и в Европе этого полно. Но они все равно красавчики. И красивое видео. В горах все застроено. Ни один кусок земли не пропадает даром. Знаете, сейчас такие вещи. Сейчас я вам включу их рекламный ролик их библиотеки. Они открыли мега крутую библиотеку современную. Первый ролик рекламный, как она выглядит изнутри. Но самое главное, я там сразу за ним пущу второй. Как эта библиотека работает сверху. Там интереснее смотреть, как она работает сверху. Ну, тут я боюсь, что это кадры из другой библиотеки. Вот, потому что та издание имеет такое просто нереально красивое. Вот, поэтому, ну, пусть будет так. В общем, у них от внутренней красоты до технологии 5G везде роботы очень круто. Они же еще на улицах, кроме того, что запустили уже огромнейшее количество полностью унифицированных автобусов, такси беспилотных. Мне нравится, как они, кроме полицейских этих беспилотных, запустили мусоросборщики беспилотные. Тестируют их вовсю, но уже по городам ездят, по паркам ездят, конечно, круто. Еще Китай, кстати, сейчас начал с высокоэтажными зданиями. Там Си Цзиньпин сказал, но, хватит, вы их уже настроили очень много. Вот, и теперь надо специальное разрешение. Там, по-моему, они решили, не помню сколько, из 10 мировых же зданий в Китае 4 или 5 самых высоких в мире. Они там строят по 500-700 метров. Вот. Теперь там какое-то ограничение поставили, что хватит. Надо чуть-чуть, чтобы города вширь росли, а не только одни здания по 100 этажей. У них же первых, по-моему, поправите в комментариях, были тестированы огромные плазменные на торговых центрах 3D экраны. Ты когда стоишь, эти без очков такое выезжает, это очень сильно впечатляет. А вообще, когда конкуренция сумасшедшая, и у тебя внутренний рынок большой потребительский, то только креативные самые лучшие могут прорваться. У них же даже здание вот есть, знаете, такое двигающееся здание. Тоже так, если на него смотреть, очень впечатляет. Ладно, хорошие люди, не буду вас больше мучить, потому что у меня дальше идут только политические комментарии. И уже начнем после праздников побольше политики. И, наверное, она нас и будет затягивать. Будем ее обсуждать. Я вас поздравляю всех с Новым годом. Хороших людей больше. Надо менять всю эту власть везде. И садить всех в тюрьму за воровство бюджетных денег. А так хороших людей больше. Мы обязательно победим.
Живе Беларусь! Слава Украине! Алга Казахстан! Россия будет свободной. Пока.